О, Это что у нас? Прима Украины. Прима Украины. А я сразу две. Берите, пусть лопнет пузо. Мускат обалденного. Самый невкусный виноград. Портит себе настроение. Кисляк. Ну, красивый. Красивый кисляк. Ой, красивый. Красивая ягодка. Нападай, налетай. Сахар не набран, поэтому тяжело сказать. Но хотя косточки вызревшие. Так что проигрывает Аркадий однозначно. То есть она такая... Ни разу он меня не набрал кондиции. Он у меня такой клиент, который, возможно, я думал, наверное, все-таки под выброс пойдет. Кислинка остается, причем в том году висел до октября месяца, дожди были, он не лопает. Вот она, кисть, она чувствуется, что она, ну, она нету, она неподвижная совершенно. Так это уже прореженный, да? Это прорежено наполовину. Набирает кондиции? А наш Барана созревает примерно где-то... Кондиции такие интересные. Вот она, красавица, вот она. И никуда без нее мы не денемся. Короче, каша кашей. Мне не нравится. Очень красивая ягода, очень те коготочки, но не судьба. И все-таки от чего будете избавляться? Так вот, быстренько так. Всем привет, мы под Пинском, приехали в деревню или поселок Городище. Хозяин Игорь, сейчас мы у него на экскурсии посмотрим, что у него есть интересного. Тройка Крайнова здесь у меня, это юбилей. Новочеркасска. Да, красится он в принципе в этом году более-менее нормально. А так вообще как бы если лето жаркое, то не сильно хорошо набирает окрас. Ну и вкус, соответственно, у него такой, не выдающийся. Обычно сладкая ягода, то есть, Ну, грозди впечатляют, хорошие. По одной грозди на побег формировочку, да? Я формирую так, чтобы это было. Без фанатизма. Лоза вызревает, хорошо все. Дело в том, что если уже, бывает, если кисти маленькие где-то, то могу и по две оставлять. Что такое красивая аркашка? Аркашка, Аркашка. Там Ой, красивая, плотненькая. Кукурузинка. Остатки роскоши аркашки. Аркадию я тоже прорезаю ягоду обязательно, потому что она, во-первых, плотные кисти у меня получается. Вроде бы особо и не работает там препаратами, сильно сбором, чем-то таким. Ну, плотновато получается, а прорежешь, так ты ягода немножко размер набирает больше. Скажите, хоть раз был один год, чтобы она плохо опылилась? Нет, ни одного года было. Было переопыление было. И обычное опыление. То есть, бывает где-то горох присутствует такой небольшой, но он факт то, что сам по себе он ягоду раздувает и нет такого. Но я вот тоже не видел ни разу, чтобы было плохое Нет, опыление. опыляется каждый год хорошо. Даже в любой сезон, как бы прошлый год был не очень хороший, она все равно грузится как бы нормально, всегда. То есть лишние грозди обязательно удаляю. Вот. В основном Аркадий оставляю по одной. В случае, редкие случаи, когда совсем кисти маленькие бывают. Где-то плохо заложила, где-то поврежденная бывает кисть, то я тогда, соответственно... Замещающих я в основном как бы такого не было, чтобы она как-то совсем плохо лоза вызревала. Она вроде бы стоит, потом бух, и лоза резко пошла в вызревание. То есть нет такого, что она совсем сильно затягивает. Слава Украине, Вишневецкого, Это хороший сорт. имевшая, в принципе, крупная ягода, нормальный вкус. Но под нагрузкой уходит сроки Аркадии полностью. То есть она как преподносилась как ранняя, но да, если ее там не догрузить, она в принципе в более ранние сроки уходит. Чуть даешь нагрузку и все, она аркадийные сроки получаются. 125 дней примерно. Как у Аркадия у нее так и есть. Поэтому я не увидел нет супер ранности такой. Да, ягода крупная, ягода красивая. По цвету проигрывает Аркадий, потому что такой больше зеленцой. Ну а по вкусу ваше время, ваше мнение вообще? Аркадия вкуснее. Аркадия лучше, да? Аркадия лучше, по вкусу однозначно. Нападай, налетай. Что скажешь, Олег? Аркашка Сахар лучше. не набран, поэтому тяжело сказать. Но хотя косточки вызревшие. Такая, я говорю, она по вкусу проигрывает Аркадия однозначно. То есть она такая, она может быть более мясистая, мякотью, не в такой степени. Короче, может если быть, выбирать просто между крупная Аркадией, то ягода. лучше Сколько Аркадия. лет кусту уже? Это какое Это плодоношение? трехлетка. Это трехлетка, тут срезанные. Ну, грозди впечатляют, грозди не я маленькие. Я гружу, потому что... Вот, на фоне ладошки. Потом я покажу. Это у нас спонсор. Обрезанные кисти полностью. Павловского? И... Да. Он у меня ни разу не набрал сахар Мускатик. нормальный. Все равно Аркашка вкуснее. А это кто? Спонсор. Спонсор, это после у нас будет, после Славы Украины. Да. Ни разу он меня не набрал кондиции. Он у меня такой клиент, который, возможно, я думал, наверное, все-таки под выброс пойдет.
Потому что вот эта кисти дает красивые кисти. Да, красиво. Ягода дуется вот перед самым созреванием. То есть ягода как бы висит такая средняя. Но кислинка остается, причем в том году висел до октября месяца, дожди были, он не лопается, но чувствуется, что шкурка у него такая толстоватая. Он не лопается, висит хорошо, нормально смотрится, но кислота не уходит. Либо это какая-то сортовая особенность, либо это просто наш климат не дает ей нормально вызреть. Ну, с лозой проблем нет у него, да? Нет, вызревание хорошее, к мильдию немножко неустойчив такой в плане. По идиуму средненько, вот то, что он не успевает даже у нас вызревать, даже под маленькой нагрузкой, даже обрезанный, это в принципе эти два нивелируют, два этих примера, что, наверное, все-таки надо ему южнее где-то их садить, либо, может быть, пробовать в теплице. Потому что на грунту, причем это нагрузка ж никакая, по большому. Ну, тут и куст, в принципе, никакой, но и он должен хоть что-то был при таких количестве кистей набрать, а он ничего. Грозди прореживал, Валек. это его известная болячка, густота. Прорезал грозди, все равно грозди получились плотные, и сам по себе выдавливает ягоду. То есть вот берет, растет кисть, и потом ягода начинает сдавливаться, и где-то какую-то ягоду начинает выдавливать, сам же и выбрасывать. Все-таки плотный достаточно. Плотный. Его надо вырезать, даже не половину ягод, а я бы сказал, надо вырезать до 2/3, ей-богу. То есть, ну, я половину вырезал, и это вот она, кисть, она чувствуется, что она, ну, она, она неподвижная совершенно. Так это уже прореженный, да? Это прорежено наполовину. Ничего Да. себе. Такой плотный. Соответственно, и вкуса в нем. Это сорт какой? Валек. Валек. Я, честно говоря, не нашел. У него грушевый мускат какой-то такой грушевого должен быть. муската такого, честно говоря. Потому что второй год он не вызревает так, как надо. Обычно мускат определенный. Так, тут ничего не посажено, не под общим ничего. Тепло перестало быть тепло. Вы не стесняйтесь, видите сами. Нет, грушевого муската нет. А должен быть. Этот год на удивление, Еле-еле. был не Легенький самый мускатик. болячка. Это лорана. Это лорана идет дальше. Набирает кондиции? А наш Лорана созревает примерно где-то 2,5 сентября. С 20-х чисел сентября он получается такой. Вы можете попробовать, но Поздний. Для Минской области вообще, значит, не подойдет. для Минска однозначно будет, даже если его там совсем разгрузить. Ягода хорошая, ну тоже я ягоду здесь привязал. Вот. Ягода такая, ну вкус сливы уйгурки получается такой. Она-то мясистая сама по себе. Если он у вас 20-го, то он по сути не Это готов. лорана, да. И набрал уже вкус? Нет еще. Ну, Где-то такие 20-х числах магазинные он кондиции. набирает. 20-е числа и позже Но он набирает. в Минской области, вкус, ну, никак. Но тоже требует прореживания грозди, потому что грозди выдает плотные у меня. Мякоть плотненькая, мякоть такая Ну, вкус интересная какой-то сам есть по интересный. себе. После вкусия такое. Ну, сильного сахара у меня не было Фруктовенько. никогда. Вкус набирал какой-то, ну, может, там 12, 15, ну, до 17 брикс. Ну, и то, думаю, 17 даже не было. А вот такой вот вкус. Это прима Украины. О, Прима Украины. Прима Украины. а я сразу две. Берите, И пусть лопнет пузо. Все, берите туда. Ни с чем не сравнится. Сказка. Песня. Семечка темная. Мускат обалденно вообще. Неужели у меня такого размера Набрал будет? полностью, видите, уже косточка какая. У меня пока сигнальные грозочки малюсенькие, но, конечно, вкус. Висит изумительно, не трещит. Хороший сорт. И козочка Выдает по жуется. 2 кисти на побег. Вкус очень Нормально. выразительный. Супер, Такой мускатный, супер. такой, очень Не вкусный. Ну, грузится хорошо. И ягода минус, ягода разнокалиберная. Сразу говорю. Когда был готов? Ой, ну Недели 2 назад мы пробовали съедобную, на нормально, уже уровне сахар почти был. Юпитера, может чуть-чуть позже. То есть, ну, одна из самых ранних. И висит, что и в том году висела, тот год был такой дождливый. Вот. Была у меня сигналочка, висела она очень долго, не было ни треска, ничего. То есть, как бы по прошлому году, если она вывесила, она, я думаю, будет по устойчивости к треску изумительная. Вкус интересный, костей много. Один Единственный минус, не всегда хорошо пыляется, как он Дима Лешкевич показал, опять у него шрапнель. Ну, я говорю, у меня появилась нормальная в том году и в этом женский году. А я цветок. гуляю Но велесом. ягода разнокалиберная. Потому что у меня Ягода 2 и всё. года вообще тоже А висела зависть это. гиберлина Я просто попробовать. ничего. Ну такой же этаж всем вот нравится Прима Украины. Он вкусный, Сахар ранний, хороший. очень ранний и вкусный. Мускатный. Это дюжина, она идет под удаление, я там привил на Почему? нее.
Ну, потому что, во-первых, очень плохо опыляется. Это первый год, что она нормально опылилась. Красивая, разноцветная. Вот, но она еще не зрелая, она более поздняя будет. Ягода крупнее была, но дюжину, в общем, однозначно я бы не садил себе больше. Это, у меня было 2 куста, один я уже перепривил, а один привил, там подсадил другой сорт. Это Байконур. Байконур. Это хороший Байконур. Внешне уже Кондиции он такие окрасился, интересные. ну по сахару сейчас попробуем. Сетка, на, держи. У меня я рук уже взяла. не хватит. Так я Нет, уже тут взяла. насывать. Ну, раздай, может, Не, там уже перехватить. неплохо так. Ну, еще хороший, но еще бы повисеть. Явно Юпитер. Да. Галаха. Это Галаха. Да. Уже сразу дерну. Косточка уже темная. Вкусный, просто вкусный виноград. Такой Ряд Байконура. молоденький еще куст. Да. И дальше у меня идет валек. Вот здесь валек чуть больше приреженный, соответственно. Но этот многолетний у него должен вкус уже появиться, нет? Или то же самое? Ну, должен быть грушевый у него мускатик. Сейчас. Есть. Попробую. Есть уже? Вот здесь что-то, да? есть. А здесь кто? Валек, но это уже взрослый. Вот у него груша есть. Короче, сигнальные грозди не дают. Грушу это дает. А взрослый, это вы имеете в виду, что это уже более взрослый куст? Ну, 4 года это уже взрослый. Более уже Молодой куст там, когда дают сигналочку, ну вот у валька такая, есть такой принцип, не давать, наверное, мускат первые сигналочки. То есть, когда уже куст взрослый, тогда уже этот мускат более явно Да, чувствуется. да. Я этого сам не знал, это вот хозяин сказал, оно подтверждается. Что я пропустил? Что это? Журавчик. Журавчик. Ой, красивый. Красивая ягодка. Он уже начал он краситься и потом переходит на Такая ягодка. Прямо ромбик. Хрустященький. Выдающегося ничего не заметил. Розового получается. Вот он на Ну, самом ничего деле такой раньше интересный. был с да, раньше. Ну, на самом деле, после вкусия потом такой интересный у него идет. Скажем так, очень интересный. Юпитер. Вид очень вкусный, да? Дай мне Юпитер. Пинский. Пинский Юпитер. Есть? Молодой вот, возле Виктор. Я Виктория. Очень приятно. Тески. Да. Это Бажена. Ну, говорят, яблоко там должно присутствовать. Да. Хотя после Юпитера я не знаю, что я там распробую. Я не пробовала. Кто крыжовника кажется, кому яблоко, но на самом деле... Косточка темная. Но после Юпитера бесполезно что-то сказать, не знаю. Сахара в ней нет, она все равно такая получается. Просто виноград. Яблоко чувствуется? Не все. Ягоды, да. Юпитер что перебил? Ягода в ней, ну, нет вопросов. То есть она Аркадия, красивенькая, да. Но она более трескучая, чем Аркадия. У нее, даже если присмотреться вот сейчас, если сейчас присмотреться, у нее даже и дождей не было. Короче, с треском Я засада. думаю, что... И что, и в этом году карнавал рвало, да? Еще не рвало, я сейчас... Может быть, я еще не дошел до него, честно говоря. Ну, еще Том дождей рвало, в не этом было. пока В Вообще, том году вообще карнавал. вообще у как меня за 2 цветов. года я еще ни разу карнавала не поел. В том А многие году говорят, что карнавал рвется. А он и не очень. вкусный, если честно. Да, каждый год слышу на него жалобы. Каждый год жалобы, так а зачем его все сажают, если... Новинка, все пробуют, экспериментируют. Вдруг кому-то получится, да, Да, вырастить. потом наступают на эти грабли и все, уже потом не хотят. Ну, В общем, это, первый, кто вырастет, это все новинки такие. первый, кто вырастет карнавал попробовать. Да. Лучше уже не пробовать. Ой, извините. Пробуйте дальше. Антошка, Антошка. О, у него такие классные эти крапинки. Вкусный, сладкий. Одна косточка. Нет, наверное, 2. Осталось кистей немного, как бы даже на слабеньких побегах, а в этом году побеги тут ну, никакие. Выдал хорошие кисти, он всегда выдает хорошие кисти, всегда, то есть и опыляется всегда хорошо, и вне зависимости от года он дает хороший урожай. Вот в этом у него с Аркадией сходство. Все, а во всем остальном он ну, более рыхлая кисть, другая форма ягоды, ну консистенция у него такая, ну на любителя, скажем так, Ну, более вкус другой сочная. немножко. Ну, Академик родственник Атоса? да. Академик у меня был, у меня не очень вкус какой-то. Не получается. очень. Он-то твердый Не- такой, но не очень. сахара в нем У особо меня нет. вкуснее, академик. Меньше гроздь. Атос лучше или нет? Или у тебя нету Атоса? Не, есть. Академик более плотная мякоть у меня. А по вкусу? По вкусу и тот примерно одинаковый. Одинаковые? Ну, видишь, в академике чуть кислинка есть, а ТОС такая просто сладкая травянистый вкус. Хайнова. Да, Кишмиш тройной красный. Да, да. Ой, как хорошо сидит. Это он же, да? Ух, какой. Мускат.
Он хороший. Очень хороший. Кислоты вообще не чувствую, сладенький. Сладенький с мускатиком. Выдает хорошие кисти. Мне вкус очень Чуть плотноватая классный. ягода, но плотноватая кисть. Я его как-то у Каждый год попробовала, стабильный? очень Нет, невкусный. нет, по треску он не самый стабильный виноград, он примерно, ну не скажешь, он прям совсем в хлам, но он в этом плане Есть засада. деликатный. Из-за того, что все-таки он плотный или сам по себе? Плотная мякоть сама по себе, вот у него такая. И вот он тонкая шкурка, и это все-таки дает то, что он... Мякоть плотная или именно из-за того, что плотная гроздь все-таки? Нет, лопается не из-за грозди, а именно из-за мякоти. Потому что бывают грозди рыхлые, а он все равно треск есть. Короче, с треском есть засада. Да, есть с тресками, причем такая, я хочу сказать, что такая, ну, не сказать, что там чуть-чуть, он если начинает рвать его, то его вполне иногда рвет хорошо. Этот год такой хороший по нему. Этот год вообще подрезку не... Ну, может быть, чтобы его немножко прежде, чтобы сделать более рыхлую, может быть, он бы как бы себя показал еще хорошо. Но он мне нравится по вкусу. Адрианочка. Я бы Классика тоже. Я бы сказал, что кадрянки в принципе еще Хорошая, надо дать нормальной повисеть. кондиции. Во-первых, слабовато она в этом году Человеку мне набирает. Ну, кадрянка и в этом году и в Минской области хорошая, в принципе. Нормальная классика. Хамелеон. Вот такие красавцы. Ну, очень кондиционные. Называется хамелеон, да, потому что цвет у него такой разнобой. Разноцветный немножко. Да, Да. кистей огромных не дает, но видишь, по две. Что по вкусу? Не то, не сё? Да, простой. Не выдающийся. Ничего, вот. Никого не надо выше. Ну, мякоть. Не, приятный кисло-сладенький такой. Не Довольно трещит. простой. Но Ну, не кислинкой трещит приятная. и устойчивый к болячкам относительно неплохо. Именно сортовая кислинка. Не то, что он не дозрел, у него Ну, сортовая. дальше здесь все, Это- это все крайновское. Что-то из Крайновского. Это на Виктор, наверное, похоже как-то. Нет, вот это все оттуда идет, это получается юбилей, а отсюда вот идет вот он по цвету другой. Это получается, брал когда-то как анжелику, а что это такое на самом деле казалось? Красится лучше, чем этот. Может, что-то Но не такое, Анжелика, пересортники. можно сказать, ух ты, сенсация, там шамаханских же там куча было рождено этих. да. Такая формировка, свисающий прирост, двухплоскостная шпалера. В принципе, ну такая классика хорошая. Урожайность очень даже неплохая получается. Ну вот здесь более наглядно, наверное, видно, смотрите. Строение шпалеры, такое Y-образное, скажем так. Розовый, красивый, уже весь такой сформировался, весь окрасился. Теплицы, когда он наберет, может и не... Олег, возьми, дерни мне Дубовский, я попробую. Вот там вкуснота. Ладно, Да, не добрал еще. я вот так вот. Я взял Немножко. с того куста, положил в рукав, удалил лом. Ну, хороший, сладкий. Мне нравится. Если у меня такой будет, в принципе, есть за что бороться. Но у меня пока не такой. Ну вот Сергей Рудаков подтверждает, что в принципе классику Аркадию никто не переплюнет, наверное, в ближайшее В время. суммарном, да, если взять все. Что бы мы ни пробовали, все Вкусовые, равно. устойчивость, и вызревание лозы неплохое. И висит на кусту, хорошо вкус не теряет. Вот она, красавица, вот она. И никуда без нее мы не денемся. Прививка Байконур, привит на красотку. Вот такая Это, кстати, вот Байконура слава Украине, красотка. которая без гиберелина, вот она когда позрела, она Это вот что? ягода повытягивалась. Слава Украине. Это с гиберелином она? Без. Это корнестопственный. Просто я говорю, что да, что она уже начала это сыпать. Она уже перезревшая давным-давно. Но это второй год кустику я ставил, чтобы просто лозы не сильно гнала. Нормально. Это Желтый цвет Дарья. сильно никогда не Тоже уходит. такой Но она в этом году нехиленько. выделилась. Смотрите, Если мой не палец знаю, и вот почему. ягодка. Тот год был дождливый. Дарья была плотная мякоть. В этом году вроде год такой сухой, вроде бы все А нормально. полива не делал ничего. Ну, я как-то проливал был пару раз, но не сильно, потому что Дубовский сидит рядом, думаю, блин, чтобы его не порвало. Короче, каша кашей. Мне не нравится. Дарья, просто каша какая-то. Ну вот, нехваленый карнавал, в общем, Гроздь неплохая. который трещит постоянно каждый год. В общем, сорт не для наших условиях. Ну или что там, гибридная форма, ну неважно. Очень красивая ягода, очень вытянутые такие коготочки. Но не судьба. Пробуйте Сицилия уже. Сицилия. Ух ты, Сицилия? ничего себе. Ого, какая здоровая. Она как огурец такая. Вкус у нее простенький совсем. Да, бурдаковская. Тоже она, походу, у меня пойдет под удаление, потому что кисть она не выдает хорошая. На кисточки все небольшие. Очень простой. Слишком даже. Трава травой. Не стоит она вообще даже, чтобы с ней заморачиваться, как я считаю. Она очень твердая. Она как огурец такая хрустящая. Но на этом все. Подарок не считаю. А подожди, Теперь вот про лозу от расскажите. плодоножки, и он Держите. падает. Лоза вызревает?
лоза вызревает у него Вкусный. хреновато, скажем так, народным Даже словом. здесь. Был год один, когда я вообще на рожки его резал, потому Ну, что я вызревание мускат лозы упал было на ней. никакое совершенно. В прошлый раз мы пробовали мускат. Вкуса особого нет. Где мускат? Куда исчез? Муската Так само, как такового и Дима нет. тогда Чечет говорил, у него, помните, как были? Она Повисел, она мускат чуть не уходит. дозрела, я бы сказал, бы, даже может быть вкуснее, чем когда она наберет все свои У Димы кондиции. тоже такое. Ну вот он когда-то позиционировался как очень-очень ранний. Он Ну, может быть, это он очень ранний, где-то на югах, вот он чуть набрал окрас, набрал мускатик и все. Тайна В этом монаха. году тайна монаха у меня кишмиш. Кишмиш, Получился, тайна монаха. да. Вообще он как бы Тайна монаха. выдает хорошую ягоду. Пусть расскажет свою тайну. Мускатик. Есть мускат. Ну, ягода у него сочная, не мясистая. Мускат интересный, мягенький такой, ну как бы ненавязчивый. Елена Виктория. И граф Монте-Кристо. Монте-Кристо ягоды вот есть. Да, кисти выдает он вот такие вот кисти. Вот Ого, кисть, бомбы. вот на один. Так а почему удаляться будет? Потому что он очень невкусный. Самый невкусный виноград. И очень. Вы берите, рвите, пробуйте. Просто заказываю. Вы испортите себе настроение. Он очень невкусный. И очень плохая. Надо знать, что не надо садить. Потому что внешний вид он, да, он красивый, он красный получается. Кислый. Но эта шкура с водой. Может, не хватает. Кисляк. Но красивый. Красивый кисляк. Я ни разу его не. Савенков Игорь Савенков шикарный. Вообще у вас, конечно, изобилие сортов. И все-таки от чего будете избавляться? Так вот, быстренько так. Елена Виктория, граф Монте-Кристо. Часть все-таки я, наверное, юбилей уберу, потому что его за много, его Новочеркасска. достаточно. Да, потому Из-за что- количества только. Из-за А так он количества, устраивает. Да, так, в принципе, если не перегружать, нормальный виноград. И даже, в принципе, вызревший, даже и вкусный, я бы сказал бы. Так, что еще уберу, наверное? В том году я убрал, я скажу так сразу. Диксон убрал. Сицилию тоже, кстати, буду убирать. Диксон убрал в том году. В том году убрал Клеопатру, это вообще недоразумение. Красивая ягода, красная. Как перчик такая, ну прям идеальная. Но мешок с водой, все. Тоже. А что действительно хорошо идет и вот довольный? Ну, классика, это Аркадия, хорошо идет. Я считаю, слава Украине, очень такая неплохая перспективная форма сейчас поработать. Из темно-окрашенных Байконур, я считаю, тоже очень неплохой сорт. Вот. Но все остальное такое имеет мелкие нюансы. То есть вот эти три сорта, которые такие, скажем, на наименее. Ну все, супер. Без недостатка. Спасибо за экскурсию. Это под Пинском. В общем, Брестской области. Поселок Городище. Все, спасибо. Ну что, друзья мои, хотели экскурсию, вот вы ее получили. Сейчас поедем дальше. Это еще не конец. Продолжение будет в следующей серии. Все, всем удачи, пока.